Итак, друзья мои, перед вами перо павлина, драгоценности, серебро, золото. Правда, некоторые камни называют полудрагоценность, то есть полудрагоценные, но это неправильное название. Пытается обозначить, что они не такие дорогие, как, например, бриллиант и иные драгоценные камни. Но я с этим не согласна, потому что есть камни, которые намного редкие, чем даже бриллианты. Поэтому камни, скажем так, дорогие и средней цены. Наверное, так подходит больше. Драгоценности, одним словом. Серебро, золото, пестрая материя. Здесь, например, платок такой разноцветный, соответствующий тому народу, о котором мы будем говорить. Разноцветные свечи, красные, зеленые, белые, черные, всякие. Красный мешок, 3 монеты. И вам понадобится еще шкатулка, куда поместится перо и этот мешок. Я сюда сейчас не ставлю это все, потому что места нет. И сегодня мы с вами проведем языдский денежный обряд. Кто такие языды? Если кому интересно, наберите и посмотрите на моем канале видеолекцию «Языдизм». И вам там многое станет ясно об этом народе. Это один из самых древних народов мира. Скорее всего, их родиной является Мидия. Но они не совсем медиане, просто, скажем так, жители Востока. Когда-то их царство пролегало от Пакистана до Индии. Но потом парфяне, а после и персы полностью захватили власть, и языды остались без своей родины. Многие источники очень, скажем так, неграмотно называют языдов этническими курдами. То есть это этнические курды, у которых немножко другое наречие, культура и прочее. Дорогие друзья, курдов как нация не существует. Курды – это языды, которые поменяли свою веру. Точнее, предали древнюю веру. У язидов своя вера настолько сильна, что этот народ подвергался геноциду. Этот народ резали, убивали, но они не предали свои традиции. Одно время, в средние века, например, боясь исламизации, боясь принятия иной веры, у них даже было запрещено разговаривать, то есть читать и писать, для того, чтобы через это чтение и писанину они не переняли чужую культуру. Языды считают богом солнца, что соответствует одному из направлений зороастризма. Бог, верховный бог Шамс, он же солнце, или космическая энергия, что есть Бог. В принципе, это недалеко от истины. Не понимайте дословно, что именно Бог каждое утро восходит и как бы уходит из небосвода. Языды считают, что это Бог являет солнце или выступает в образе всемирного светила, дающий жизнь всему живому. Один из величайших ангелов или помощников, или второй после Бога, величина и сила, Мелек Таус, что в переводе означает ангел-павлин. Его изображают в виде павлина. Он являлся в виде павлина, поэтому павлин у языдов считается священной птицей, и на гербе языдов изображается павлин.
перо павлина у них считается знаком богатства и имущества, веры. Но я хочу вам сказать, что для западных людей перо павлина не самое, скажем так, лучшее украшение. Если перо павлина есть, он должен лежать где-то в закрытом пространстве, потому что для западной культуры, для западных народов, вот эти глаза, которые есть на этих перышках павлина, они олицетворяют демоническую силу, демоническую энергию, как бы демоны наблюдают за человеком. Вообще постарайтесь, чтобы у вас дома не было на стенах масок с открытыми глазницами, потому что все, что напоминает человека или глаза человека, туда могут вселяться определенные духи. Они ищут предмет-посредник. Вы не смотрите, что у меня столько всего разного и различных культур и прочее. Это я. Мне эти энергии не опасны. Моя энергия к ним привыкшая с рождения, и может и до рождения. У вас это может быть не очень хорошо. Далее. В языческой культуре есть свои святые. Языды получили свое имя, как им кажется, от первого своего шейха, то есть первого своего представителя, Красный султан Языды, так его звали. Однако я хочу сказать, что это не совсем правильно, потому что Езид или Яздан, верховный бог. В Мидии верховного бога называли Яздан. И, скорее всего, езиды приняли свое имя именно оттуда, то есть поклонники верховного бога. Они огнепоклонники, солнцепоклонники и очень верны своей традиции. Но еще раз говорю, если кому-то хочется больше услышать о езидах, потому что в этом маленьком ролике я столько не расскажу, откройте езидизм и смотрите мой ролик. Там все по полкам разложено и сказано о том, что это за народ. Алтарь, который вы видите, напоминает национальную одежду езидов. То есть она пестрая, яркая. И по национальным одеждам можно было в древние времена понять, замужняя женщина или, скажем, незамужняя, которую можно взять в жены. Да? У езидов есть разделение даже кастовые разделения. Шейхи, например, это духовные лидеры. И шейхи – это люди, которые предводители народа, скажем так. К ним приходят за советом. Как правило, высокие должности или представители езидов, как правило, из касты шейхов. И им желательно, чтобы вот одна каста не смешивалась с другой. Ну, желательно, хотя уже в современном мире происходит по-разному. Езиды очень против инородных браков, потому как они тем самым защищают свой маленький народ, который и так очень много пострадал и очень много потерял. Святыня у езидов – это Лалеш, который находится в Ираке. Но ввиду вот этих последних событий страшных и страшной резни, которая произошло, немного, скажем так, уже побаиваются люди туда ездить на поклон. Поэтому в Армении построили святыню, которую очень напоминает Лалеш, и немножко больше даже. И я рада этому, что люди имеют возможность, скажем так, пойти и поклониться своему Богу и своей религии. Кроме всего прочего, это мирный народ, это очень мирный и работящий народ, но не смотрите на них там, знаете, таким глазом наивности. Не такие уж они наивные люди, они очень такие, знаете, придерживающие своих традиций, обычаи и в нужный момент и жестокие люди. То есть они могут очень жестоко пресечь любое к ним какое-либо, знаете, отношение несправедливое, отменные войны, отменные, даже, я бы сказала, очень где-то и кровожадные войны, потому как, видимо, их генетика
из Мидии, вот эта воинская каста, она осталась. И выживали-то в основном воины, понимаете, простой народ всегда погибал. Крестьяне, обычные люди. Как правило, выживали воины, выживали верхушка, которые имели возможность себя защитить. И, естественно, генетически вот эта вот воинская каста, она оставила след. Кроме того, они очень сильно придерживаются национальных традиций, традиции замужества, вот связанные со всеми этим замужество девственной женщины, то есть девушки и так далее, и так далее. И в этом отношении у них тоже очень строго. Это для того, чтобы сохранить свой генофон, свое родословное. То есть замужество девственницы абсолютно исключает какие-либо, скажем, моменты, что в этом роду появится чужеродная кровь. То есть она исключает такую возможность, поскольку она была девственной. Ее взяли такую, да. И это, кроме того, козырь для этой женщины, которая уже имеет полное право и равноправный член этой семьи, потому как она пришла туда достойно. Много можно рассказать о них, но хочу вам сказать, что лично у меня очень большое уважение вызывает этот народ, потому что, невзирая ни на что, они не предали свою веру, свою религию, как это сделали, например, курды. И вот слово курды или курмани, что в переводе означает отреченный или предавший, это те же самые езиды, которые, собственно, изменили своей вере, можно так сказать. Так что не езиды есть этнические курды, а курды есть езиды, которые поменяли и свою веру, и традиции, и обычаи. Вот так правильно звучит. Их язык очень древний, очень сильный, и в их языке очень много согласных букв. Поэтому не удивляйтесь, если в одном слове мы привыкли, что в слове после каждой согласной буквы, да, идет гласное, тогда легче произносить. Но в языческом языке это не так, это сложный язык. Есть курдское наречие, есть именно языческое наречие. Они друг друга понимают. Мы, может быть, не поймем, но если им нужно будет понять, курды это или язык, они сразу это поймут, потому что у них есть определенные тонкости языка, которые мы не поймем со стороны людей. Хочу сказать, что среди криминальных авторитетов очень много езидов. И те, которые называются воры в законе Грузии, да, на самом деле езиды. У многих езидов грузинские фамилии, армянские фамилии, потому что они живут в этих странах, и они берут подобные фамилии. И не всегда мы знаем, что этот человек, оказывается, не этой нации, а совсем другой нации представитель. Если честно, я до подросткового возраста думала, что езиды – это те же самые армяне, только немножко по-другому разговаривают. Потому что очень тесная связь и очень братская связь. Кроме всего прочего, Усуббек, который был один из военачальников, предводителей языческого народа, который сражался за армян в 17 году на Сардарападской битве со своими отрядами. И этот человек внес очень большой вклад. И этот человек спас огромное количество женщин, детей, стариков, перевозя через реку Аракс. И ему поставили памятник в Армении. Я считаю, что заслуженно поставили. И слава таким людям, что они вообще были и есть. Это гордость народа, иметь таких сыновей. В общем, дорогие друзья, почему я решила именно на языческом языке вам дать ритуал? Это старинный ритуал, если не сказать древний. Но я попросила человека откорректировать, немножко исправить слова, потому что, еще раз говорю, не зная языка, когда я переписываю из слов, естественно, могут допуститься ошибки. Хотелось как можно правильно. Не знаю, насколько я правильно прочитаю, но внизу будет текст. Если еще кто-нибудь невоспитанно, некорректно начнет внизу мычать, а вот слова, вот как написать, а как нам произносить, а что, а как нам говорить, я таких людей буду заносить в черный список, потому что мне просто уже надоело в каждом ролике говорить: потерпите, через день-два, самое большее, у вас всегда есть текст.
Можно подумать, вы уже все подготовили, вот прям уже сейчас надо провести и бегом принесите нам текст. Имейте просто воспитание человеческое, чуть-чуть, немного, много не надо. И ждите. Я здесь показываю, объясняю, а текст потом, когда будет, вы этот текст возьмете и прочитайте, дорогие друзья. Ритуал замечательный и очень действенный. Итак, читайте 3 раза. Вот, берете монеты, читайте 1 раз монету туда, читайте еще раз монету сюда, 3 раза. Потом с пером павлина вместе прячете в сундуке. У кого есть восточная кровь, она сработает на ура и очень быстро. Хотя, еще раз говорю, что очень может быть, что сработает даже у тех людей, у которых совершенно нет никакой связи с Востоком. Я стараюсь вам подарить как можно больше разнообразных работ, потому как эти языки имеют сильную энергию. Энергия языка очень много значит. Чем древнее язык, тем сильнее на нем получается работа. Понимаете? Лично я для себя денежные ритуалы делаю на всех языках, если мне надо. Но быстрее всего у меня срабатывает на армянском языке. Это маленький такой заговор моей бабушки для денег. Очень простой, очень обычный, но он очень быстро срабатывает. Я понимаю, что вы думаете, а дайте нам тоже, вот мы тоже. Нет уж, извините, я как этот хороший каратист, хоть один прием оставляю для себя. Не все можно вам подарить. Если бы было можно, я бы все подарила. Но я считаю, что все, что я вам подарила, вот так хватит, чтобы вы жили просто в достатке. Вы так и живете. Кто делает, то так и живет, собственно говоря. А теперь не обессудьте мое чтение на языцком языке, но я прочитаю. Кто знает этот язык, тот сам догадается, где там неправильности, исправит. Кто не знает, ничего страшного нет, если вы какую-то букву не туда произнесете. Главное, сделайте как положено. Вот и все. Итак, начнем. Аздава дадыкм шамс. Го бдамын ходаэмын иятаусе маляк бехембяре азман упыркавате дняда. Дава мын кабулка. Ас хежамья азе хылдым лайке тау паравьякм ие раздар ле азмана риачу. Ван чанте зер узив анин. Сар режанден у леарде решанден азе зер товбыкым у бывма мале у азе хара байлым у азе ходеазим быкым у аликарья мирован быкым. Робелден бу ия шамс у азе бьяр бедняе бина роже боемшем. Чава дняе хатае аса хартын бахтаварья мынжи. Вяки костерг жемартер теньяя мина дилопяк нае жемарт. Жбяр ве яке хасаве траве мынтия тня. Ча таусе маляк чека пирозья бяр ве яке фкре мын кабулба парякатба у кабулба. Читаю еще раз. Аздава тадыкым шамс. Бо го бдамын ходаемын ия таусе маляк бехембяре азман упыркавате дыньяда. Дава мын кабулка ас хежамья азе хылдымлайке та упаравьякым е раздар ле азмана риачу. Ван чанте азер узив анин сар режанден уле ардершанден азе зер товбыкым у бывма мале у азе хара
байлым, уазе ходе азым, быкым, уаликарья, мирован быкым, ро былдын бу я шамс, уазе пяр бендяре бина роше, бымшым, чава дняе хата, хатае аса хартын, бахтаварья мынжи, вяки костерк, жемартер теньяя минья, тилопьяк, нае жемарт, жибьяр, ве яке хасаве драве мынтья. Ча таусе маляк чека, пирозья бьяр ве яке вкремн кабульба, барякадба у кабульба. Еще раз. Аздава тадкм шамс. Ко быдамын ходаемын ия таусе маляк бехембяре азман упыркавате дыньяда. Дава мын кабулка аз хежамья азе хылдымлайке тау паравьякым ераздар ле азманар ячу. Ван чантезе рузи фанин сар режанден уле арде решанден азе зер товбыкым у бывма мале уазе хара байлым уазе ходе азим быкым уаликарья мирован быкым. Роб Беланд буй я шамс уазе бяр бендяе бяр уже пэмшем. Чава дняе хата хатае аса хартын бахтаварья мынжи вяки костерк жемартер теняя мина дилопьяк нае жемарт жибьяр ве яке хасаве драве мынтыня. Ча таусе маляк чека пирозья пяр ве яке фукре мын кабульба, барьякадба у кабульба. Читать 3 раза. Я сейчас не смогла повторить, потому что читала. И каждый раз, после каждого чтения, вот так кидаем. Потом с пером павлиним берете и положите в сундук. У вас начнется денежный поток, потому что это довольно сильная работа. Время от времени вытаскивайте. Снова, значит, переворачивайте эти деньги, снова читайте. И снова все это нужно положить и сохранить где-нибудь. Далее. Желательно, чтобы, откупились в течение 3 дней. Относите черный хлеб, кусок, не монеты, черный хлеб, кусок и молоко. Выливайте под дерево, положите хлеб рядом и уходите. Молоко, конечно, в другом месте вы не найдете, хотя магазинное молоко немножко не очень такое, знаете, не живое оно, честно говоря. Если найдете деревенское, будет замечательно. Но если нет иного выхода, уж делайте хотя бы так. Ничего не говоря, просто уходите. Вы отдаете определенной силе, которая будет отправлена, как благодарность. А молоко это вообще у езидов, как бы в семье и так далее, это такое подношение, как бы уважение, знаете, гостю подносили хлеб, молоко, потому что они в основном эти люди скотоводы, и у них очень большие такие отары, и, как правило, это овцеводство. И для них вот это как бы один из первейших способов достатка. И они таким образом как бы желали достатка и гостю. И оставляйте молоко, значит, выливайте немного, и можно все. Рядом положите кусок хлеба, черного хлеба или серого, и уходите без слов. Через некоторое время этот ритуал повторяйте, но он вам очень понравится. Невзирая на то, что сложный язык, но если вы 1-2 раза проведете, это станет частью, скажем, один из ваших любимых ритуалов, я вас уверяю, потому что я знаю, насколько сильны восточные языки, особенно языческий язык, прошедшие столько и столько. И учитывайте тот факт, что этот народ верен своему Богу, да? Этот народ верен своей вере, а этой вере очень много тысяч лет. Этот факт тоже учитывается. На языке этого народа, если призывается богатство, то его слышат.
Всем удачи!